Тут случай, когда Борисенок двух собак снял, я их пересадил. Мы на утро поехали на это место. Мишка след присыпала. Это мы собрали штук 9 с одним человеком, фамильничать не буду. Ушли в обратную, собак здесь сняли и ушли в обратную. Пару сигалеток было, прошлогодки, штуки 3. Свинки было, стадо большое было, да, делянки там развоеваны, воевали они там, а, кстати, подняли они, наверное, где-то в 9, в начале 10-го стада. Вот ночью их это. Штук 9 мы собрали, пару сигалеток, прошлогодки, свинки, такие до 100 кабанчики, стадо большое было. Олег, бей бог, не помню, был он тогда уже, не был, был сикач рядом, не был, ну, много наложили. Мы их потом на следующий день уже охоты не было, мы шли их вот пособрали, чтобы нашли. Шли как волки, просто их истребляли. Чизгар был, тоже кобель, Айкел Тухова, на Тёмку Башкирова идет, на Конаковских, тоже как Чарыш, Швед. От кобеля, который шел от Мишки Саиучи. От Сабура. Да, швейцар. И Айкел Тухова. Да, ну Светлан мой был знаменитый, его однопометник, но он сезон даже не проохотился. Он давал, сбила машина, оленя пропустила, сбила. Но он, наверное, помягче был швейцового кобеля по жесткости, по кабану. Но, мне кажется, универсальнее. Швец же до конца не рассказывал, там, может. И тот так, ну, я не знаю. Но этот гонял, все работал. И птицу лаял, и вольное, все работал. И рано пошел, рябой. Саша Волку говорил, он нравился, но ему даже говорит, фотографию привези, повешу. Это русак, говорит. Вот, был тоже, погиб один сезон. Чизгар тоже один сезон. Так бывало в загонных охотах или так, когда свои соберутся. Ну, хочешь не хочешь, здесь уже не самотоп, коллективчик соберется, надо сделать загонное. Значит, и ушел, стронули, подняли медведя. Подняли медведя, зима какая-то была затяжная, не настолько снежная была, но такая мокрый снег, грязь, у нас там болота, буреломы. И он поднял медведя. Поднял медведя, стронули мы где-то, поднялись в берлоге, и он там болтался. Он его зацепил, он до сама вечера гонял. Мы уже тут отохотились, там настреляли, уже навьючены. Выходили далеко, выходить там до первой деревни, выходили. И товарищ один кричит, она человек 8-10 шло навьюченных. Я уже не знал, как Чизгара снять. Гонял и гонял, думаю, по нашему следу придет. И уже серо-серо, а тут глаза, чтобы не выцарапать, как не снимешь же рюкзак, потому что если снимешь, потом уже не оденешь его, прислонишься так. Кричит Игорь, кобель возвращается, Иван кричит по центру. А он злой весь, в сосульках, замерзший, идет. Я как-то так вот поворачиваюсь. О! А он как раз посередине, мы шли в струнку, чтобы по долобе лучше удобно было идти там. Друг за другом. А у него ружье, раз навьюченное, ружье поперек было привьючено. И он прикрикнул как-то, он его обгонял. До того его медведь разозлил, или он такой уже уставший был. Он прямо, не злой, особенно кобель, но строгий, ему в горло почти бросился, он чуть отбил его. Я кое-как зацепил. Вот день молодой кобель первым полем, он день медведя волтозил, так что волтозил. Ну, Чизгар серьезный такой кобель. Он такой рослый был. Да, не как Чарыш, только Чарыш красивее с головы. Все, он это суши, да, наверное. Серьезный был кобель. И Женя мне его барачонок сам с помета выбирал. Тоже по 60 холки, да? Да, 60, наверное, был, наверное. 59, наверное. Может, 60 не было. Просто и как и на Чарыша говорили, у нас всероссийской мерили. Ну, быстрее мерить. Ну, замерили, как не тянули его вверх за уши, ну, 58 с половиной, ну, с половиной не тянули, ну, был 58. Так казался, просто высок на ногах. И Чизгар. А во сколько? Ну, да, на первом, вот по сезону отохотили, что Светлан мой знаменитый, что Чизгар.
они только отохотились по одному полю, еще толком, как говорится, не раскрылись, можно сказать. И это. Много собак было, как их тут всех понапомню. По 5 кобелей стояло. Вольеры стояли за гаражом, он с мамой и дочка ходили по 15 литров кастрюли нести, чтобы 5 кобелей в мороз накормить, а голубей тоже. Всего хватает. Петька был, Иртыш, ярославский тоже, маленький, небольшой, тяжелый, приземистый, X-образная сзади коровина была. Хвост секача, он выручал всегда. Работал прекрасно, прекрасно работал, поиск, вязкость, в ночь один оставался. А от боя Потаповского, да, я его забрал у Графова с одним глазом, и он должен был потерять и второй. Якулева Александра Ивановича жена спасала, она глазник, в Смоленске я его возил, спасала, чтобы не перекинулась на второй глаз. Что-то там много провозились, но он на один глаз видел, как бы. Вот. Работал и в ночь оставался, и все. Ночной кобель от боя Потаповского и Ханки Румянцева. Я считаю, что Ханка Румянцева неплохая, у них тоже сука была. Да были там линии, которые потом хвалили, тех не осталось, которых там прихваливали, которых я просто, ну это я для себя, для кого-то было нормально, может попали, может что-то было на руки, а у кого-то нет. Ну не обращал внимания, а потом эти собаки где-то там якобы блистали. Но когда попадали щенки от этих собак к нам в Белоруссию, не буду я вам называть клички, ну это простенько. Ну, для кого-то, как говорится, в переводе, ну, подтянуться 20 раз, 30, это что-то. Ну, а что мне было подтянуться 50 раз пьяному в дым? Вот и уровень каждому. Как-то так. Сейчас... Икар был как бы родоначальник от паучья. Икар был, да, шлеп нога. Он молоденьким 10 месяцев заболел чумой. Нервная чума, чуть спасли. Лапа у него была, всю жизнь прыгала. Вот лежит на полу, она вот так. Шлеп нога. И вот он когда бежал, и это. Может поэтому, может не поэтому. Он всегда крутил с одной стороны, где более здоровая нога. И особенно не рисковал. Ну, вторых степеней у него хватало. Вот тот универсальный был уже, и сын от него Плут был. Он на Всероссийской проходил в средней группе первый. Калнаш хотел его купить, но Виталик его не продал. Первый в средней группе был, тоже все работал, все. Этому, как же, Ромео был, да, Белова, и Джули, мать. Сука на Смоленске была в этом самом, как-то я его уже забыл, сучка хорошая, такая маленькая, красивая, типа похожа, красивую я видел на всероссийскую ярославскую суку, эту Козлова, как-то я ее забыл уже, мелочница, говорят, неплохая была. Икар работал все, и боровую дичь, и все, и вольных медведей работал. Мы даже когда с Виталиком шли по Чернотропу, я первый раз, когда Икар зацепил медведя, а это охота, наверное, на утку была, а мы там залезли в массив. Я говорю, что это за собака, чей-то работает собака, и мы туда, блядь, мы туда продвигаться, я ничего не пойму, как там, а зеленки все, никак не подойти. Виталика, ну, надежды нет такой, а я собака. И такой небольшой овражек был. На той стороне у нас так нет оврага, более такая. Ну, был такой небольшой овражек. И на той стороне идет медведь и круть. Думаю, что за собака? Голос такой, все изменившись. Ёб твою мать. Икар. А крутиться хуже с-под медведем. Или вверх надо удирать, у него шлеп нога всегда опадает. Все-таки ж не на 4, а на 3. Или вниз уходить от удара. И вот смотрю, медведь. А медведь идет не по низу, не по верху овражка, а по центру, чтобы где-то был склон. Вот ведет, чтобы поймать собаку. Вот первый раз я даже не узнал своего кобеля, как он работает вольного медведя. И голос был не тот, и все не то. Ну, этот работал, конечно, вязко.
что мы тогда без ошейника, говорят, там терялся, то, то все, что никогда он не терялся, он приходил, ну, доходило, что ну вот лось его хобби, били, это даже наше хозяйство с моим участием било по 70 с лишним лосей. По 70 с лишним, 76. Всегда он участвовал. Он как прикормился на этой ерунде. Ну, ему лучше было. И вот были кобели у меня, что работают лося. Ну, зацепили, лося крутят. Где-то как-то пересекают кабаны, там попадали. Где там лось летит через стадо, как-то там. Ну, этого ж было, это ж неуемлемо. Я уже, когда сезон заканчивался, я думаю, когда это, слава богу, хоть закончится, я помру. А все равно, как магнитом, в лес тянет, собаки стоят, и в лес тянет. Были собаки, что гоняли лося, но где-то если кабан, они сразу переключались. Икар наоборот, он, если кабанов гоняли, он сразу, если где-то лось и пересекут, проведет секач или что где-то, ну, он переключится на лося. А лось это его любимое, в паре там и трое, четверо суток, и в морозы, и в снега вот такие, и осипшие, и потом, когда находили, лежали на том месте, приходили, там воронки по полметра в снегу, проставившие горячие, ложатся и прямо туда, потом примерзнут, сорвутся, там полная шерсть, как подстилка. Ну, лежали там, где стояла машина, уже бензин заканчивался это. Они ночью нигде не подойти, не взять там, это ж не то, что где-то там подъезжай, там где-то брать. Массивы сложные, и подойти только самотопом. Вот. Ну и до чего было Уча. Ну, Уча везде присутствует, но получилось так, что пришлось по каким-то причинам ее отдать. Пошел друзьям на помощь. Не из-за там деловых качеств, чисто жизненная ситуация. Жизненная ситуация, человеку нужно было помочь на адеквата деньги. Я их даже не брал в руки, они, чтобы продать, даже Бычков сказал, куда отдали, я их даже не держал. За нее отдал человек деньги и сразу передали адвокату, чтобы помогли. Чтобы помогли человеку, и все, было у нее 2 вязки, и все. Человек не сохранил ее. Да, человек не сохранил ее, хотя сколько кобелей еще было достойно, чтобы ее повязать. Ехал барон Усапова, ну, напились с Потаповым, получилось, что боем повязались. Этот весь помет работал как часы. Злобы средне было, но работали и медведя, и кабана, и лося, все. Отдельно даже и белку поднимали в голову, хотя Уча была вот не по отцу, она копытница. Уча рано очень начала работать. Она как ведущая, вот если я приезжал с ней к массиву, и были другие с собаками, западниками, там те, я ее пускал. И она уходила в пулю в массив. Вот стою сразу, не доехали, сразу в лес. И все за ней уносились собаки, как ведущие, а эти ведомые были все. Так Уча, даже вот когда мы там взорвались, были гости, не помню, Борисенок присутствовал, Бычков Петр с этим своим, как гончий работал, Вайс, если не ошибаюсь. И Кар тогда присутствовал, как-то мы там стадо разъебенили, там зарезали. Она задрала жало, я говорю, где Уча, хватайте. Задрала жало, как дунула туда, а уже... Может, секач был, но, скорее всего, как по всем мы потом нашим раскладам, что это был секач. И как за ней Кинар, коломейца знаменитый по Беладу Григория Бурана, агрессора, брат родной, уцепился. Если я не ошибаюсь, до этого мы его нашли, он там охотился, в Софиёвке был, деревню там как-то там прибился, а потом мы не нашли. Уча уходит, и все, и слышно, далеко заработало. А Кинар был злобный кобель. Ну, где-то сука крутила, может, но суку нападал, и он может выручаться, погиб. Кинара после того мы больше не видели. Наверное, погиб. Даже за Учу знаменитые деды, и Передмитр, и Антонов, Васильев, и в Москве говорили, девочка, ткни это этому кабану хоть раз носом, я тебе дам 100. Как она ставила кабана, не простого травильного, а который мог. И угонки дать, и поймать. Ткни ее носом, Антонова, Юрия, как забыл уже отчество,
слова. Говорит, я тебе дам 100 баллов, когда никому никогда в жизни не давал. По всем параметрам. Ну, их если сейчас все вспоминать, надо, уже мозги не работают. Стал забывать собак. Много. Но собак никогда нельзя отдавать своим поводком, даже даришь. Сразу может попасть. Икар по утке. Ой, икар по утке, это такой водяной. Я даже опортил. Взяли его, испытали туда-сюда, это ж нелегавое ничего. Он выносит, на берег положил, руки не дают, первой степени не дают. Режим с Борисенком, там Аргентина получила, что-то не помню. Ну, тоже высокие баллы. Дала на утку там Буран, агрессор был, Бычок Асхан. Это самое, на картах там под этим самым Богушевском. И вот, а витебские испытания идут, ну, они пошли вдоль карт, там, с легавыми, там, с другими, там, лазят по пояс в воде, там, вправо, влево им показывают, поднимают этот. И кар что-то и не могут поднять, там, какой-то чурок, вижу, перелетит, а карты большие, приличные. Мы с Борисенком тут на этой стороне, солнце такое, а карты большие, не помню сколько, как озеро такое. Я говорю, надоело, и короче, я поищи. Вэх, и пошел. Плывет далеко, уже чуть вода поэтому. И вижу они там, иди туда. Ну, слышно же голоса, тихо, рано утром. Потом, мой поднял кабель. Второго засекай. Витебский, кто там судил, Саша, как-то его забыл. Ой, поднял. Это самое. А икар уже там плавает. Увидели там кабеля, а камышей, наверное, было от берега, ну, там не знаю сколько метров, ну, порядком. Он с глади туда вошел в эти кабели, камыши. И, короче, там как начал эти утки подниматься, эти черки там эти, слышим, Сидоркевич, убери собак! Ой, этот водяной был, водяной. Это и его брат был тоже от одного они кабеля, у Тая Солынкина были. Таран, да. Он потом в Гомель попал, что-то ему там вязки, но немножко мать другая была. Ну, тоже все работал, от ежика и все. Ну, помягче, страсти более послушный, меньше, он такой менее экстерьерный, и белок лупил, и все. Я слышал, что он потом как-то ему не стали там давать вязки, что Троечников давал, да? А потом увидели, что он стал давать собак, и в лесу стали, ну, собаки-то работают в лесу, и стали им вязать. И где-то так более-менее по Могилеву там где-то проскакивало. То есть собаке не стыдно было в лесу через Тарана. А отец его был Конаковский, конечно. Купили на птичьем рынке. Ну, каких-то там их много за жизнь было. Что-то сейчас не могу вспомнить. А Светлана? Ну, Светлан все работал. Светлан был социалка, он рос, фотографии он с ним с малым. Был швейцар же кабеля брат, это Снежка, Санка. Но это получился разнобой. Мишка сдал таких. Такой бой по тапуске дал все как часы. Но они меньше, менее экстерьерные. Этот добавил там рост, одежду чуть-чуть это. Светлана работала все. Светлана до того выкатывала Сикача на меня. Вот болото справа и тут. Вот здесь эти самые стоит памятник во время траншеи. Оборону держали партизаны. Немцы, каратели их там в это самое расцеживали. Уходит в болото, поднимает на островах Сикача. И Сикача так выкручивает, понимает, что я не могу. Это по первому полю. Сколько ему? Год с копеечками там было, я не помню. Вот. И так выкручивает Сикача, знает, что я туда. Сикач мог уйти дальше, в ту сторону болота, уйти на чисто и той стороной уйти. Он на себя так выкручивал, так подворачивал на угонках, когда он унес, и выводил на меня. 2 раза вывел меня на лесную, то заросшую дорогу, как раз этот самый партизан, если я не ошибаюсь, это место называется у нас. Я ему сразу, и вот он, блядь, угонку делает на это и вылетел за Светланом. Он крут, высокий на ногах такой, ну я ему сразу, блядь, с первой, с 16-го, как дал нахуй, дышите глубже, ну и все. Кажется, и по духу как-то попал так емко. А на сколько метров. Ну, тот работал как, эта машина
Получается, я погорячился, переехал на ту сторону дороги, на эту. Он был оставить машину, перейти там, что мне глянуть, Ленинградку эту. А олень оторвался, и он пришел. Оставил бы ты на этой стороне дороги, и все. Ну, оленя пропускают. Может быть, остался. А собаку ложат. Прямо на повороте около охотбазы. Хороший был кобель, социалка, что-то. Он будет день, если домой приведешь, он станет в окно, сядет на стул, он высокий, правда, как-то, не помню как, и смотрит Виталика в детский, смотрит целый день в окно, пока кто-то будет идти свое. Не стронется, не попить, ничего. Умный был собака.